Здравствуйте, дорогие любители вязания! Мы сегодня с вами вяжем вот такую красоту. Шикарный узор, посмотрите, какой он интересный. Вот такая у него изнанка. Узор не для летних вещей, конечно. Он довольно плотный. Прекрасно подойдет для вязания кардиганов, пальто. А вот летом можно связать сумку таким узором. Смотрите, какая будет интересная сумочка. Еще одна особенность этого узора. Он стягивает полотно. Это надо учитывать при вязании и обязательно предварительно вязать образец. У меня здесь 60 петель. И я начала вязать с резинки. Вязала из пряжи Alize Superlana Classic 100 грамм 280 метров. И вязала я на спицах номер 2,5. И вот обратите внимание, я набрала 62 петли вместе с кромочными. Связала резинку и начала вязать узор. И узор даже получился чуть более стянут, чем резинка. Внешний узор напоминает технику интерлак, но это не так. Узор вяжется сплошным вязанием, и сейчас мы будем это вязать. Мастер-класс я делаю по просьбе Марины Михайловой. Она прислала к нам свою просьбу в сообщении группы ВКонтакте. Марина прислала фотографию и попросила помочь разобраться ей, как вязать этот узор. На первый взгляд мне показалось это несложно. Я согласилась сделать мастер-класс, начала вязать, ну и сразу же у меня пошли непонятки. Я стала искать схему в интернете, я ее не нашла. Вернее, я нашла автора схемы на сайте Reverly. Она эту схему продает, ну и довольно дорого, для меня, по крайней мере. И, помучившись немного, я составила схему, чего я обычно не делаю. Схемы по фото узора я не составляю. Но тут мне прям просто задело, узор очень понравился. И ну, вот я вижу, что не такой он сложный. Ну, в общем, я сделала схему. Раппорт узора составляет 20 петель в ширину и 20 рядов в высоту. Если мы вяжем по кругу, то мы набираем нужное количество раппортов по 20 петель. И вяжем по кругу. Кстати, по кругу вязать этот узор проще, быстрее. И хотя вот я вязала поворотным вязанием, и ну, довольно ровно получилось, по кругу получается еще ровнее вязание. Если я соберусь вязать сумочку, я буду вязать ее по кругу. Так, возвращаемся к схеме. Если вязать поворотным вязанием, то к 20 петлям раппорта нужно прибавлять еще 2 петли для симметрии узора. Они вяжутся в начале каждого ряда. В начале каждого лицевого и в конце каждого изнаночного. Провязав нужное количество раппортов, в конце ряда, в каждом втором ряду, у нас, вот видите, идет перекрещивание петель. Вот первый ряд, перекрещивание петель идет, да, здесь заканчивается раппорт нормально. В третьем ряду уже перекрещивание петель смещается, у нас идет зигзаг. И мы это перекрещивание смещаем, и уже в третьем ряду получается начало, последняя петля, начало следующего перекрещивания. Если это у нас будет конец ряда, мы будем провязывать здесь лицевую петлю. В пятом ряду у нас полное перекрещивание, в седьмом ряду то же самое. В конце ряда вяжем лицевую петлю. И вот так вот в каждом втором ряду мы будем вязать в конце ряда. Вот как здесь. Чтобы нам не вязать раппорт узора 20 петель и плюс еще 22 петли для симметрии узора, то есть по сути мы будем вязать еще один раппорт и в конце уже лицевые петли. Я не знаю, как я объяснила сумбурно, но я думаю, что вам понятно. Схема будет перед вами в процессе вязания, и полная схема будет в конце ролика. Ну а мы давайте начнем. Набираем на спицы 24 петли вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной.
вяжем первый лицевой ряд. После кромочной провязываем 2 петли для симметрии узора, 2 лицевые. И далее вяжем раппорт узора. 5 пар петель нужно перекрестить в правую сторону. Вот таким образом. Первую петлю оставляем за работой. Можно на дополнительную спицу, но я вот без дополнительной спицы. Оставляем за работой. Вторую петлю переносим на правую спицу, не провязываем. Мы не провязываем ее. И петлю, оставленную за работой, мы провязываем лицевой петлей. Вот так мы еще провяжем 4 следующих пары петель. Первая петля за работой. Вторая петля снимается, переносится на правую спицу, не провязывая. Петля, оставленная за работой, вяжется лицевой. Вторая пара провязалась. Третья пара точно так же. Петля за работой. Вторая петля снимается, не провязывая. Петля за работой вяжется лицевой. Четвертую пару вяжем точно так же. И пятую пару петель провязываем точно так же. Одна петля за работой. Вторая петля снимается, не провязывая. Петля, оставленная за работой, вяжется лицевой. Вот так должно получиться. Следующие 10 петель мы попарно провязываем с наклоном в левую сторону. Первую петлю оставляем перед работой. Вторую петлю провязываем лицевой петлей. И петлю, оставленную перед работой, переносим на правую спицу, не провязывая. Вторая пара петель. Первая петля перед работой. Вторую петлю вяжем лицевой петлей. Петлю, оставленную перед работой, переносим на правую спицу, не провязывая. Не надо вязать туго, но и слабо тоже, чтобы не был узор рыхлым. Третья пара. Первая петля перед работой. Провязываем вторую петлю лицевой. Петлю, оставленную перед работой, переносим на правую спицу, не провязывая. Четвертую пару точно так же провязываем. Первая петля перед работой, вяжем вторую петлю лицевой петлей, первую петлю переносим, не провязывая. И последняя, пятая пара точно так же. Вот такой у нас первый лицевой ряд. Вы должны были обратить внимание на то, что петли, которые мы снимаем, не провязывая, они у нас перед работой находятся. Петли, которые за работой, провязываются лицевыми. И так как у нас провязывается только половина петель в узоре в лицевых рядах, то у нас узор будет вот из-за этого таким плотным. Во втором изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах этого узора петли вяжутся изнаночными. Но нужно смотреть, здесь тоже один нюанс, нужно смотреть, чтобы петли не были скрещенными. Я не знаю, как, если кто вяжет классикой, как у них будут лежать петли, но у меня петли лежат по-разному, поэтому вот нужно смотреть, чтобы петли не были скрещенными. Мы провязываем все петли изнаночными. Вот сейчас у меня в данном случае все петли лежат ровно. Третий лицевой ряд. Провязываем одну лицевую. И далее у нас 10 петель или 5 пар петель будет смещаться с наклоном в правую сторону на одну петлю. Первую петлю оставляем за работой, вторую петлю снимаем, не провязывая, и петлю, оставленную за работой, вяжем лицевой. И повторяем так еще 4 раза. Петля первая за работой, вторая снимается, не провязывая, петлю за работой вяжем лицевой. Вторая пара петель, третья пара петель,
4 и 5. Теперь 5 пар петель перекрещиваем в левую сторону. Первую петлю оставляем перед работой. Провязываем вторую петлю лицевой. Петлю, оставленную перед работой, переносим на правую спицу, не провязывая. Один раз. Первая петля перед работой. Вторую петлю вяжем лицевой. Петлю, оставленную перед работой, переносим на правую спицу, не провязывая. Второй раз. Третий раз. Четвертый. И 5. Первая петля перед работой, вяжем вторую петлю лицевой, петлю перед работой снимаем. И у нас остается еще одна петля, мы провязываем ее лицевой. Если вы будете вязать еще один раппорт дальше, то уже эта петля будет входить в 10 петель, которые мы будем провязывать с наклоном вправо. Четвертый изнаночный ряд я еще раз провяжу вместе с вами. Вот здесь у меня получается не все петли лежат ровно. Некоторые петли получаются у меня скрещенными. Вот смотрите, первую петлю я провязала изнаночной, вторую петлю вяжем изнаночной, но вот она уже у нас перекрученная получается. Видите, как она лежит? По идее, она должна вот так лежать. Вот, чтобы она на лицевой стороне ровно легла. И вот нужно смотреть. Для тех, кто вяжет классика, я не знаю, как у них будет в этом узоре, будут петли в этом узоре располагаться. Но у меня получается, что не все петли у меня лежат ровно. Вот видите, она прям просится, петелька, чтобы я ее не так провязала, а вот так вот. Чтобы она у нас здесь на лицевой стороне провязалась ровно, легла, не скрещенная была. И вот так получается. Ну, нужно смотреть. Вот смотрите, если я сейчас провяжу вот так петлю, да, и вы увидите, что здесь она получилась скрещенной. Я не смотрю, что у меня в кадре творится. Здесь она получается скрещенной. В общем, я советую вам в изнаночных рядах быть внимательней. Я уже привыкла, когда вязала тот образец, у меня прям уже автоматически, ну, я вижу, как петля лежит, правильно или неправильно. Ну, а новичкам я советую побольше внимательности. Пятый лицевой ряд. 5 пар петель перекрещиваем в правую сторону. Первую петлю оставляем за работой. Вторую петлю снимаем, не провязывая. Петлю, оставленную за работой, вяжем лицевой. Повторяем так еще 4 раза. Петля за работой, петля снимается, петля за работой вяжется лицевой. Второй раз. Третий раз. Четвертый раз. И 5-й раз. Теперь 5 пар петель перекрещиваем в левую сторону. Первую петлю оставляем перед работой, вторую вяжем лицевой петлей, петлю, оставленную перед работой, переносим, не провязывая, на правую спицу. Повторяем так еще 4 раза.
У нас в конце ряда остаются 2 петли. Мы будем уже перекрещивать их в правую сторону. Одну петлю оставляем за работой. Снимаем вторую петлю, не провязывая. И петлю, оставленную за работой, вяжем лицевой. И заканчиваем. В 6-м изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку. И смотрим, чтобы у нас петли не были перекрещенными. Давайте уже изнаночные ряды мы будем самостоятельно провязывать. Вяжем 7-й лицевой ряд. После кромочной провязываем лицевую петлю. Теперь нам нужно будет перекрестить в левую сторону 4 пары петель. Оставляем первую петлю за работой, снимаем вторую петлю, не провязывая, первую петлю вяжем лицевой петлей. Одна пара, вторая пара, третья пара и четвертая пара. Вот так. Следующие 5 пар петель перекрещиваем в левую сторону. Первую петлю оставляем перед работой, провязываем вторую петлю лицевой петлей, петлю, оставленную перед работой, снимаем, не провязывая. Вот можно вот так вот делать проще. Это мы одну пару перекрестили, вторая пара петель. Сразу вторую петлю за первой провязываем лицевой петлей и снимаем, не провязывая, первую петлю. Вторая пара. Вторую петлю за первой провязываем лицевой, снимаем, не провязывая, первую петлю. Третья пара. Вторую петлю за первой провязываем лицевой, снимаем, не провязывая, первую петлю. Четвертая пара и пятая пара. Затем 2 петли перекрещиваем в правую сторону, одну петлю оставляем за работой, вторую петлю снимаем, не провязывая, и петлю, оставленную за работой, вяжем лицевой петлей. И одна лицевая петля у нас будет в конце ряда. В 8-м изнаночном ряду вяжем все петли изнаночными и смотрим, чтобы они у нас не были скрещенными. Девятый лицевой ряд. 4 пары петель перекрещиваем вправо. Первая петля за работой, вторую снимаем, не провязывая, первую петлю, оставленную за работой, вяжем лицевой. Одна пара, вторая пара, третья пара и четвертая пара. Следующие 10 петель, 5 пар петель перекрещиваем в левую сторону. Первую петлю оставляем перед работой, провязываем вторую петлю лицевой, петлю, оставленную перед работой, снимаем, не провязывая. Либо так, вторую петлю сразу за первой провязываем лицевой и снимаем, не провязывая, первую петлю. Это мы 2 пары перекрестили, третья пара, четвертая и пятая пара. Следующие 2 пары перекрещиваем в правую сторону. Первую петлю оставляем за работой, вторую петлю снимаем, не провязывая, петлю, оставленную за работой, вяжем лицевой. И еще раз так повторяем. Первая петля за работой, вторую снимаем, не провязывая, петлю, оставленную за работой, вяжем лицевой. В 10-м изнаночном ряду провязываем все петли изнаночными. Мы провязали 10 рядов. Это половина раппорта в высоту. Посмотрите, как красиво смотрится.
Сейчас во второй половине раппорта мы будем вывязывать зигзаг. Наклон петель будет в ту же сторону, но сам узор будет поворачиваться в другую сторону. Вот как-то так. 11 лицевой ряд. После кромочной вяжем лицевую петлю и перекрещиваем в правую сторону 3 пары петель. Одна петля за работой, вторая снимается не провязывая, петля, оставленная за работой, вяжется лицевой. Одну пару провязали, вторую пару провязали и третью пару также провязали. Далее 5 пар петель перекрещиваем в левую сторону. Одна петля перед работой, провязываем вторую петлю лицевой, петлю, оставленную перед работой, снимаем, переносим на правую спицу, не провязывая. Либо вторую петлю за первой вяжем лицевой, снимаем, не провязывая первую петлю. Вторая пара, это у нас провязалась, третья, четвертая, не хочет, и пятая пара. Следующие 2 пары петель перекрещиваем в правую сторону. Петля первая за работой, вторая петля снимается не провязывая, петля, оставленная за работой, вяжется лицевой. И еще раз первая петля за работой, вторая снимается не провязывая, петля за работой, вяжется лицевой. И одна петля остается в конце ряда, провязываем ее лицевой петлей. В 12 изнаночном ряду все петли вяжем изнаночными, смотрим, чтобы они ровно лежали, не были перекрещенными. 13 лицевой ряд. 4 пары петель перекрещиваем вправо. Первую петлю оставляем за работой, вторую петлю снимаем не провязывая и первую петлю провязываем лицевой петлей. Одна пара, вторая пара, третья пара и четвертая пара. Следующие 5 пар петель перекрещиваем влево, провязываем вторую петлю за первой лицевой петлей и снимаем, не провязывая, первую петлю. Один раз, второй раз, третий раз, четвертый раз и пятый раз. И у нас остаются 2 пары петель, которые мы перекрещиваем в правую сторону. Первую петлю оставляем за работой, снимаем, не провязывая, вторую петлю и первую петлю провязываем лицевой петлей. И еще раз так повторяем со второй парой петель. В 14 изнаночном ряду вяжем изнаночные петли. 15 лицевой ряд. Сразу после кромочной вяжем лицевую петлю и 4 пары петель перекрещиваем вправо. Первую петлю оставляем за работой, снимаем, не провязывая, вторую петлю, петлю, оставленную за работой, вяжем лицевой. Одна пара, вторая пара, третья пара и четвертая пара. Следующие 5 пар петель перекрещиваем влево, провязываем лицевой вторую петлю за первой, снимаем, не провязывая, первую петлю. Одна пара, вторая, третья, четвертая и пятая пара. Далее пары перекрещиваем вправо, первую петлю оставляем за работой, снимаем, не провязывая, вторую петлю
И петлю, оставленную за работой, вяжем лицевой. В конце ряда у нас 1 изнаночная петля. В 16 изнаночном ряду петли вяжем все изнаночными. 17 лицевой ряд. Теперь 5 пар петель мы перекрещиваем вправо. Первую петлю оставляем за работой, снимаем, не провязывая, вторую петлю, и первую петлю оставлю за работой, вяжем лицевой. 1 пара, 2, 3, 4 и 5 пара. Следующие 5 пар петель перекрещиваем в левую сторону, провязываем вторую петлю за первой, первую петлю снимаем, не провязывая. 2 раз, 3 раз, 4 и 5 раз. И 2 пары перекрещиваем в правую сторону. 1 петля за работой, вторую снимаем, не провязывая, петлю за работой вяжем лицевой. В 18 изнаночном ряду все петли вяжем изнаночными. 19 лицевой ряд. Сразу после кромочной мы провязываем лицевую петлю. Затем 5 пар петель перекрещиваем вправо. Первая петля за работой, вторая снимается, не провязывая, петля за работой вяжется лицевой. 1 раз, 2 раз, 3 раз, 4 раз и 5 раз. Следующие 5 пар петель перекрещиваем влево. Вторую петлю за первой вяжем лицевой, первую петлю снимаем, не провязывая. 1 раз, 2, 3, 4 и 5. И у нас 1 петля остается в конце ряда, провязываем ее лицевой. В 20 изнаночном ряду мы петли вяжем изнаночными. Мы провязали 1 раппорт в ширину и 1 раппорт в высоту. Посмотрите, какая получается красота. Очень мне понравился этот узор. Очень. А теперь я вам покажу, как закрыть петли. Как красиво закрыть петли. Видите, как красиво здесь аккуратно закрыты петли. Не нарушен рисунок. Если наклон петель идет вправо, то он и смотрится до конца в правую сторону наклон. Влево, так значит влево. Если вы будете просто прямо закрывать, такого эффекта не будет. Итак, смотрим внимательно. У нас идет наклон петель в правую сторону сейчас. Первую петлю я просто вытягиваю кромочную. 2 следующих петли нужно провязать вместе с наклоном вправо, потому что у нас идет в правую сторону. У меня петли лежат неудобно, для этого мне нужно их развернуть. И провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И теперь кромочную петлю накидываем на получившуюся провязанную петлю. Далее снова 2 петли вместе провязываем с наклоном вправо, я их разворачиваю и закрываем эти петли. И продолжаем так дальше. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Если мы просто провяжем вот петли, как просто закрывать будем, у нас получится, что мы закрываем скрещенные петли. У нас нарушится
узор. 2 вместе лицевой с наклоном вправо и закрываем эти петельки. Вот видите, как получается? Закрываем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, закрываем. Далее у нас наклон петель идет в левую сторону. Теперь у меня петли лежат удобно, чтобы провязать их 2 вместе лицевой с наклоном влево. И точно так же их закрыть. И так вяжем до конца. Вот посмотрите, мы аккуратно и красиво закрыли образец. Мы научились с вами вязать вот такой замечательный узор. Потрясающий узор. Очень он мне понравился. В который раз это говорю. Давайте скажем спасибо Марине Михайловой за идею мастер-класса. Ставьте лайки, если вам понравился этот узор. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам во всех наших соцсетях. Все ссылки вы найдете под каждым нашим видео. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.